Эта история началась 45 лет назад в одном небольшом, но перспективном городе. Молодая пара, Майкл и Элизабет, только начинали свою карьеру. Он был талантливым юристом, а она перспективным врачом. Они мечтали о признании, достатке и успехе. Но однажды Элизабет узнала, что беременна. Для многих это было бы счастьем, но для них стало испытанием. Они не были готовы к ребенку. Карьера стояла на первом месте, и мысли о том, что малыш может помешать их будущему, не давали им покоя. Долгие бессонные ночи привели их к тяжелому решению. Они отказались от сына. Мальчика отправили в детский дом. Он был совсем маленьким, когда его усыновила другая семья. Новые родители, Джон и Марта, дали ему любовь, заботу и настоящее семейное тепло. Они назвали его Эндрю. Годы шли. Майкл и Элизабет добились всего, о чем мечтали. Они построили карьеру, заработали деньги, получили уважение. Но в их доме по-прежнему было тихо. Когда они поняли, что готовы стать родителями, оказалось, что уже слишком поздно. Долгие годы работы и стресса сказались на здоровье Элизабет, и врачи поставили неутешительный диагноз. Она была бесплодна. Осознание пришло не сразу. Они пытались бороться с реальностью, но рано или поздно пришлось признать, что судьбу уже не изменить. Им оставалось только сожалеть. Попытки найти Эндрю не увенчались успехом. Он уже давно жил в другой семье, а все следы его потерялись. Прошло 45 лет. Однажды в их доме раздался звонок в дверь. Майкл открыл и увидел перед собой высокого мужчину с добрыми, но серьезными глазами. Он был незнакомцем, но в его чертах угадывалось что-то родное. Элизабет замерла, увидев его, и поняла, кто перед ней. Они долго сидели за столом, молчали, пытались найти нужные слова. Прошлое ожило в воспоминаниях, но теперь оно уже не причиняло такую боль. Эндрю рассказал о своей жизни. Он вырос в любящей семье. У него были заботливые родители, счастливое детство и добрые воспоминания. Он не держал обиды. Элизабет не смогла сдержать слез. Майкл, всю жизнь привыкший скрывать эмоции, почувствовал, как исчезает груз, который он нес все эти годы. Им не суждено было стать настоящей семьей, но теперь они могли хотя бы закончить эту историю миром. Когда Эндрю ушел, в их доме осталось чувство облегчения. Вместо боли утраты пришла надежда. Надежда, что прощение действительно способно исцелить даже самые старые раны. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.